После Второй мировой Советский Союз и Америка вступили в новую гонку — термоядерную. Ядерных зарядов оказалось мало. Обе стороны хотели создать оружие, способное сжечь мегаполис за секунды. Так появились сверхбомбы. В США идею продвигал физик Эдвард Теллер. Он предложил использовать ядерный взрыв как детонатор для запуска термоядерной реакции — синтеза водорода. В 1952-м американцы провели испытания на атолле Невиток. Мощность около 10 мегатонн. Взрыв испарил остров и оставил кратер, видимый из космоса. СССР отстал всего на год. В 1953-м прошел тест их первой термоядерной бомбы. Конструкцию разработал Андрей Сахаров, предложив чередовать слои водорода и урана. Решение оказалось гениальным. Устройство сработало мощно и эффективно. Кульминацией стала «Царь-бомба». Испытание в 1961 году. Ее мощность около 50 мегатонн. Это самый сильный взрыв, устроенный человеком. Ударная волна трижды обогнула планету. Сверхбомбы стали инструментом устрашения. Мир жил в ожидании конца света, который могли запустить несколько кнопок. Тактика гарантированного взаимного уничтожения держала баланс на грани катастрофы. Но как тайны таких разработок просачивались наружу? Кто рисковал всем ради информации, которая могла изменить весь ход истории? Во времена Холодной войны информация ценилась дороже золота, и шпионы стали ее главными поставщиками. Одним из самых известных перебежчиков стал Олег Пеньковский, полковник ГРУ, который с начала 60-х передавал данные британской и американской разведкам. Он передал сотни документов, включая информацию о советских ядерных силах. Именно благодаря этим сведениям США смогли правильно оценить угрозу во время Карибского кризиса. США тоже не остались в долгу. Один из главных источников ЦРУ — Адольф Толкачев, работавший в советском авиационном КБ. Он с конца 70-х до середины 80-х передавал ЦРУ сведения о новейших советских радиолокационных системах. Его называли шпионом, который спас американскую авиацию. Толкачев был разоблачен и расстрелян в 1986-м. Обе стороны активно внедряли агентов в структуры противника. Использовали поддельные паспорта, двойников, скрытые камеры, миниатюрные передатчики, действовали по всему миру, от Москвы до Берлина, от Лондона до Гаваны. Некоторые операции длились годами и включали в себя целые цепочки агентов. Ошибки и утечки стоили дорого. Один провал, и разоблачение вражеской агентуры приводило к арестам, обменам или смертям. Бывали случаи, когда шпионов раскрывали по случайным совпадениям или из-за предательства коллег. Истории этих людей драматичные и опасны. Но без них ни одна из сторон не могла бы вести эту невидимую войну. Когда «Спутник-1» вышел на орбиту в 1957 году, он открыл новую эру. Но очень скоро космос стал не только ареной научных достижений, но и местом для разведки. США и СССР начали запуск спутников, способных видеть военные объекты, ракетные шахты и перемещение техники. США разработали программу «Корона» — серию спутников-шпионов, стартовавших в начале 60-х. Эти аппараты делали съемку с орбиты, а затем сбрасывали капсулы с пленкой, которые перехватывались в воздухе. Одно из главных открытий — реальное число советских межконтинентальных ракет оказалось значительно меньше, чем считалось. Это скорректировало стратегические оценки США. СССР ответил серией спутников «Зенит». Они создавались на базе пилотируемого корабля «Восток», но вместо космонавтов несли камеры. Снимки возвращались в спускаемых аппаратах. Хотя качество было ниже, данные использовались активно, особенно для отслеживания американских авианосцев и ракетных полигонов. Позже появились спутники с инфракрасной съемкой и радарами, работающими даже в облачную погоду. Спутники стали глазами командующих. Они позволяли контролировать стратегические объекты в режиме почти реального времени. Без этих глаз с орбиты обе стороны оставались бы в догадках, а в мире ядерного сдерживания ошибка могла стоить всего. Подземные бункеры стали символом страха перед ядерной войной. Обе сверхдержавы строили скрытые комплексы, где можно было пережить апокалипсис. В США одним из самых известных стал объект Гора Уэзер в Вирджинии. Это подземный город с системами фильтрации воздуха, запасами воды, дизельными генераторами и антеннами для связи. Там должны были укрываться президент и ключевые фигуры правительства. Советский аналог — бункер Таганский в центре Москвы. Его построили на глубине около 200 футов. Он мог выдержать прямой ядерный удар и сохранять автономность несколько недель. Стены толщиной в несколько футов, гермодвери, шлюзы и резервуары с водой — все рассчитано на изоляцию от внешнего мира. Многие объекты долгое время оставались засекреченными. Например, комплекс Ямантан на Урале или база НОРАД в скале Шайн в США. Эти сооружения не просто убежища. Это командные центры, откуда можно было бы управлять армией даже в условиях полной катастрофы. В США массово строились и гражданские укрытия. От школьных подвалов до домашних убежищ. Их обеспечивали минимальным запасом еды и радиосвязью. В СССР гражданские бомбоубежища были в основном в крупных промышленных городах. Сегодня многие из этих бункеров либо заброшены, либо модернизированы. Но их существование — напоминание о том, насколько реально мир готовился к глобальной катастрофе.
В центре всей холодной войны стояла стратегия гарантированного взаимного уничтожения. Ее суть: если одна сторона нанесет ядерный удар, другая ответит с такой же мощью. Это означало, что победителей не будет, а любое нападение приведет к полному уничтожению обеих стран. США и СССР создавали сотни межконтинентальных ракет, подводные лодки с ядерными торпедами, стратегические бомбардировщики. Система оповещения должна была отреагировать за минуты. В США работал комплекс НОРАД, а в СССР — спутниковая система ОКА. Одна ошибка могла стать последней. В 1983-м советская система ошибочно зафиксировала запуск американских ракет. Офицер Станислав Петров отказался верить показаниям и не доложил о нападении. Позже выяснилось, это была ложная тревога. Его решение, принятое в одиночку, могло спасти миллионы жизней. Для сдерживания создавались даже системы возмездия. В СССР автоматизированный механизм «Периметр», который должен был нанести ответный удар даже в случае гибели командования. США имели аналогичную систему запуска с подлодок. Ядерный баланс страха держал мир на волоске, но одновременно удерживал от безумия. Тактика угрозы уничтожения стала основой политической стабильности в эпоху, когда слово могло стоить жизни целого континента. Военные технологии времен Холодной войны развивались с бешеной скоростью. Одной из самых тайных и прорывных стала идея стелс — малозаметной авиации. Цель была проста — создать самолет, который радары просто не заметят. США стали первыми, кто воплотил это в реальность. Проект Have Blue в конце 70-х стал основой для F-117 Nighthawk, первого в мире самолета-невидимки. Его корпус имел угловатую форму, а специальное покрытие поглощало радиоволны. Он выглядел как фантастический корабль и действовал также эффективно. Первые боевые вылеты F-117 состоялись в Панаме и Ираке, без потерь и с точными ударами. СССР не имел прямого ответа, но начал работать над снижением радиозаметности. Советские истребители экспериментировали с радиопоглощающими материалами. Также шли работы над беспилотными системами и средствами борьбы с малозаметными целями. Главной ставкой оставались сверхмощные ПВО и системы слежения. Малозаметность касалась не только авиации. Стелс-технологии применялись к вертолетам, флоту и даже подводным лодкам. Это позволяло проникать вглубь территории противника и наносить удары до того, как враг поймет, что его атакуют. Появление невидимок навсегда изменило тактику войны. Теперь важен не тот, кто первый выстрелит, а тот, кого вообще не заметят. Подводные лодки стали важнейшим элементом ядерного сдерживания. Эти корабли могли неделями скрытно патрулировать океаны, неся на борту десятки ракет с ядерными боеголовками. Главное преимущество — невидимость. Даже если страна будет уничтожена, подлодка нанесет ответный удар. США начали строить атомные лодки в 50-х. Первая, USS Nautilus, доказала, что субмарина способна действовать под водой без всплытия. Позже появились лодки класса Огайо, каждая из которых несла по 24 ракеты Trident с разделяющимися боеголовками. СССР ответил проектами «Дельфин» и «Акула». Последняя — самая большая подлодка в истории. Ее длина превышала 550 футов, а экипаж составлял около 160 человек. Она могла запускать ракеты прямо из-под льда Северного Ледовитого океана. Для обнаружения таких субмарин создавались сложные системы слежения. США применяли сеть SOSUS — подводные гидрофоны, фиксирующие звуки под водой. СССР использовал гидроакустические станции, корабли и авиацию. Шла тихо, но напряженная борьба. Подводная война велась в полной тени. Некоторые лодки исчезали на месяцы, возвращаясь на базу без единого радиосигнала. Информацию о маршрутах и миссиях держали в строжайшем секрете. Даже сегодня такие субмарины продолжают службу, оставаясь одними из самых грозных и скрытных видов вооружений. Холодная война велась не только ракетами, но и в радиоэфире. Радиоэлектронная борьба стала ключевым направлением. Глушение сигналов, перехват переговоров, создание ложных целей и дезинформация. Эта невидимая война требовала высочайших технологий. СССР и США создавали целые сети радиопомех. Советские самолеты Ил-22 и американские ИС-130 действовали как летающие станции глушения, способные ослеплять радары и сбивать навигацию. Их задачей было подавление систем ПВО и дезориентация вражеских самолетов. На земле работали гигантские передатчики. Самым известным стал советский комплекс «Дуга». Он излучал сигналы, прозванные на Западе русским дятлом за характерный стук. Его слышали по всему миру. Долгое время его назначение оставалось загадкой. Лишь после распада СССР стало известно. «Дуга» отслеживала пуски ядерных ракет по ионосферным отражениям. США развернули проект «Эшелон» — систему глобальной слежки, которая перехватывала сигналы связи, радио и даже телекс-сообщения. Эти данные поступали в центры анализа в Великобритании, Канаде и Австралии. Эта борьба не имела границ. Электронные атаки велись от Арктики до Юго-Восточной Азии. Тех, кто этим занимался, почти никто не знал. Их имена скрыты за кодами и номерами частей. Но без этой тихой войны не было бы полного контроля.
Химическое и биологическое оружие стало отдельным и пугающим направлением холодной войны. Несмотря на международные договоры, обе стороны тайно вели работы по созданию агентов, способных массово поражать людей и животных, без шума и разрушений. СССР развивал программу «Биопрепарат», сеть лабораторий, замаскированных под медицинские учреждения. В закрытых городах разрабатывались боевые формы чумы, оспы, тулеремии. Создавались устойчивые к антибиотикам штаммы сибирской язвы. Некоторые образцы были настолько опасны, что хранились под усиленной охраной в герметичных капсулах. В США действовал комплекс в Форт-Детрике. Там изучали эболу, вирус Марбург и другие смертельные патогены. Формально с целью обороны. Но документы, рассекреченные позже, указывают на участие военных в проекте МК «Наоми» — исследовании возможностей скрытой ликвидации противников с помощью биологических агентов. Опыты проводились не только на животных. В СССР эти данные остаются засекреченными. В США известно о тестах на заключенных, солдатах и даже гражданских лицах. Один из эпизодов — заражение жителей Сан-Франциско в рамках эксперимента по распространению бактерий через аэрозоль. Также развивалось химическое оружие, газы нервно-паралитического действия, отравляющие вещества. Они хранились в специальных подземных складах, готовые к применению в случае войны. Масштабы этих программ до сих пор вызывают споры, но их существование — подтвержденный факт. Даже самые засекреченные и продуманные системы иногда давали сбой. В разгар холодной войны происходили аварии, которые могли закончиться глобальной катастрофой. Но все такие инциденты замалчивались. Лишь годы спустя становилось ясно, насколько человечество подходило к грани. СССР пережил одну из крупнейших техногенных катастроф — Кыштымскую. В 1957 в Челябинске-40 взорвался резервуар с радиоактивными отходами. Из-за отказа системы охлаждения облако радиации накрыло территорию в 1000 квадратных миль. Сотни людей подверглись облучению. Все было засекречено, а пораженные районы исключены из карт. В США похожую угрозу создал инцидент в 1961 году. Бомбардировщик Б-52 разбился над Северной Каролиной, и 2 термоядерные бомбы упали на землю. Одна из них прошла почти весь цикл активации. Не сработал только один переключатель. Если бы он сработал, взрыв уничтожил бы весь округ. Этот случай скрывали более 30 лет. Не менее опасны были аварии на подлодках. Советская «Комсомолец» затонула с ядерным оружием на борту. Американская «Трэшер» исчезла во время учений, унеся более сотни жизней. В обеих странах подобные инциденты рассматривались как высший уровень секретности. Катастрофы под грифом «секретно» показывают, реальность всегда опаснее теорий. Когда тайна становится слишком большой, она начинает просачиваться наружу. В холодную войну это происходило чаще, чем считали допустимым. В СССР и США находились люди, готовые рискнуть всем, чтобы рассказать миру о происходящем в тени. Одним из самых известных разоблачителей стал Даниэль Элсберг. В 1970-м он передал прессе так называемые пентагоновские документы. Засекреченный отчет о войне во Вьетнаме, в котором подробно описывались ложь и манипуляции американского правительства. Это стало шоком для общества и дало старт волне антивоенных протестов. Позже разоблачения продолжились. Сотрудники АНБ и ЦРУ, включая Эдварда Сноудена, уже в новое время раскрывали детали систем массовой слежки, корни которых уходили в эпоху холодной войны. Эти системы появились как инструмент против СССР, но со временем стали использоваться и против собственных граждан. В СССР разоблачений было меньше. За это грозила смерть. Но и там находились смельчаки. Известен случай ученого Валерия Легосова, который после Чернобыльской катастрофы публично рассказал о проблемах в системе безопасности ядерной энергетики. Его выступления стали сенсацией и вызвали шок даже в верхушке власти. Разоблачители не всегда становились героями. Часто их преследовали, лишали свободы, очерняли в прессе. Но именно они открывали миру глаза на то, что скрывали правительство. Их голоса были слабы, но именно они разрушали стены секретности. Даже в мире фактов остаются тени. Холодная война породила множество слухов и версий, которые до сих пор не подтверждены, но и не опровергнуты. Эти истории живут десятилетиями, потому что слишком много людей верят, что что-то было. Одна из самых живучих теорий — существование сети подземных городов. Говорили, что в случае ядерной атаки элита будет эвакуирована в автономные бункеры на глубине сотен футов. В США упоминались гора Уэзер и проект Рейвен Рок. В СССР загадочный Ямантау и тоннели под Москвой. Официальные ответы уклончивы, что лишь подогревает интерес. Не меньше обсуждений вызывали слухи о климатическом оружии. Предполагалось, что технологии могут влиять на погоду, вызывать ураганы, засухи или даже землетрясения. В центре обсуждений — американская программа ХААРП на Аляске. Ее назначение до сих пор окружено тайнами. Официально — исследование ионосферы. Неофициально — поле для теорий. Также ходили разговоры о потерянных ядерных бомбах. Известны случаи, когда самолеты теряли боеголовки в море или на суше. И находили не все.
Некоторые считают, что опасные объекты до сих пор покоятся на дне. Такие слухи говорят об одном. Страх и недоверие к правительствам были частью этой войны. Холодная война завершилась, но ее следы остались в каждой сфере современной жизни. Военные технологии, стратегии, инфраструктура – все это продолжает влиять на мир. И чем глубже мы смотрим, тем яснее видно. Та эпоха никуда не ушла. Многие ядерные арсеналы до сих пор стоят на боевом дежурстве. США и Россия продолжают обслуживать ракеты, созданные еще в 70-х. Системы раннего предупреждения, командные пункты, даже старые бункеры – все это обновляется и поддерживается в рабочем состоянии. Спутниковая разведка, электронная борьба, кибершпионаж – все это выросло из холодновоенных проектов. Технологии, придуманные для шпионов и генералов, теперь используются в экономике, политике и даже в повседневной жизни. Даже конфликты нового времени носят отпечаток той эпохи. Геополитические альянсы, информационные войны, борьба за влияние – это все продолжение старой логики. Новые игроки приходят на арену, но сценарий остается знакомым. Память о холодной войне живет в культуре. Книги, фильмы, игры продолжают обращаться к тем событиям. Ветераны спецслужб пишут мемуары, а архивы медленно открываются, раскрывая все новые детали. Важно помнить, холодная война — это не только противостояние. Это урок о том, как страх может удержать мир, но и о том, насколько близко мы были к гибели, и, возможно, о том, насколько тонка грань между миром и новой тенью.